Начинается мой поход по Соловецким островам. Нахожусь я на месте Стапеля, на озерах, которые расположены внутри Большого Соловецкого острова. Я по каналам выйду сегодня или завтра в море. И дальше буду уже по морскому побережью путешествовать. Ну, основные участники данного похода — это я и байдарка Викинг, старичок, которая прошла уже подобный поход 20-дневный в прошлом году. Ну, маршрут, который я планирую пройти, я не буду говорить. Наверное, вставлю после этого видео фактически, который я пройду, потому что в походе может произойти все что угодно, и маршрут может измениться. В общем, себе я желаю удачи, а вам приятного просмотра. Вот так выглядит примерно все мое снаряжение. Лодка еще не собранная. Там немного одежды. И здесь какое-то снаряжение. Тут пауэрбанки, электроника. Дошел до первого рукотворного канала. Я плыву, она ко мне приплыла. Да, она меня только увидела, сразу ко мне пошла. Но, к сожалению, у меня еда далеко, уточка. Да и плыть мне далеко. Модель. Здесь все животные позируют. Вот так вот. А вас тоже уточки набрасывались? Здравствуйте. Решил искупаться в одном из каналов, которые строили монахи. Смотрите, какая вода прозрачная. Я такой воды давно не видел. Сейчас там попробую поплавать. Вот в том канале.
еще на этапе планировки маршрута на спутнике видел этот остров, он значится как остров. И он как-то выделялся от всей местности. И действительно, это на самом деле это не остров, это просто такой корни какие-то. На них нарос мох. И он прям играет, так плавает. Их 2 штуки, это такой более произвольной формы. А есть еще остров Бублик. Я сейчас к нему поплыву и посмотрю. Он, скорее всего, точно такой же, также устроен. И в центре вот у них, там, по-моему, есть вход, а в Бублике внутри острова бассейн будет. На этих озерах такое кайфовое место, что хочется на каждом берегу вылезти, поставить палатку и жить здесь до бесконечности. К сожалению, поход, и нужно двигаться дальше. Посмотрите, какие красивые места. Ну вот он, собственно, остров Бублик. Вот этот вот в центре бассейн, это находится в центре острова. Ну, его сложно назвать идеально круглым. Со спутника он более или менее круглым кажется. Что самое интересное, что на основных озерах глубина небольшая. Ну, не везде там, с краю я имею в виду, не везде там больше 2 метров. Плывешь веслами, цепляешься. А когда подошел вот к острову Бублик, внутри его бассейн, там дна не видно, и там такое чувство, что там глубина просто офигенная. Такое чувство, что это какая-то впадина в земле. И вот просто она обросла таким вот мхом непонятного происхождения. Ну вот, смотрите, какая красота. Какая здесь глубина. Какая здесь. Я свой штатив засовывал там куда больше, чем 2 метра. Свет туда не пробивается. Вот отсюда приплыл. Это у меня первый обнос. Ну, на карте помечу, где он. По-моему, то ли на ОСМ, то ли еще на какой-то карте здесь было помечен как проход. Но это, возможно, была тропинка. Потому что здесь явно выделенная тропинка. Я все же надеялся, что здесь будет канал. Ну все, разбираю байдарку. Вернее, разбираю весь груз. Байдарку полностью облегчаю и переношу все. Первую сумку занес и наткнулся на небольшую полянку с морожкой. Это мне награда. А как оказалось, здесь довольно-таки большой перепад высоты, и здесь просто не может быть канала, потому что вся вода бы слилась вот в это озеро. Вот так. Пошел за остальными. В общем, только недавно сделал я обнос. И тот маршрут, который я себе составил, завел меня вот в такой уголок, в котором нет никакого канала, а есть ручей. Сейчас я туда подойду поближе, покажу. Поскольку я только что разбирал лодку, все вещи, мне еще раз проделать этот цикл не хочется. Да и время уже. Мне сейчас это все обнести, уже нет смысла в лодку загружать, там через час нужно искать стоянку. Здесь, в принципе, есть место, где поставить палатку. Завтра с утра я вдоль ручья понесу вещи все
и лодку обносить. Сейчас покажу ручей. Вон там байдарка моя стоит. И вот идет такой красивый ручей. Поставил палатку специально возле ручья, чтобы он ночью шумел по духам. Примерно вот так. Прогулялся к устью ручья, он оказался буквально в 50 метрах. Можно было, конечно, сделать обнос. Так или иначе, уже время. Лоси, блин, ходят. Не знаю, видно копыта. Топтанное. Последний секретный ингредиент — это крапива. Берем молодые маленькие листики и добавляем. Можно и большие, но маленькие будут повкуснее. Вот так. «30 июля очередной обнос. Получается, ручей тут обнес. И вот через дорогу нужно будет обнестись. Вон там озеро. Пришвартовался недалеко от Секирной горы на небольшой пристани. Сейчас иду на Секирную гору, попробую найти хоть одну полосочку связи. Вчера вообще сеть не находила. А что был очередной адовый обнос. Наверное, на него я потратил часа 3 и сил немало. Не знаю, сколько я ходок сделал. Там течет ручей, через который я проплывал. Одну герму я вдоль ручья понес, но там вообще был пипец какой-то. И, в общем, ту герму я там кинул. Сейчас пойду ее, лодку поставлю, пойду ее искать. Точку на навигаторе поставил, загружу все вещи. В общем, таким вот пинком остров выгоняет меня в море. Но оно того стоило. Вчера были такие прекрасные виды, озера внутри острова. Они стоят этого обноса. Ну, в общем, приключения мои еще на сегодня не заканчиваются. Вот этот вот ручей, который впадает в море. В принципе, его я обвел, но толку от этого мало. Вода вся ушла из моря. Если взять вот эту вот воду как полный отлив, то через часов 6 только я смогу встать на воду. Если вот как вот этот вот пляжик, вода поднимется, то я смогу, в принципе, где-то вот примерно отсюда встать на воду. Конечно, можно было бы сделать какой-то обнос, но вопрос, куда обноситься. В ту сторону, наверное, не имеет смысла. Я не знаю, видно на экшн-камеру беленькие птички, похожи на лебедей. Но я не знаю, водятся лебеди. Причем они на соленой воде стоят. Может, кто знает,
Ну и мне теперь остается только 6 часов здесь гулять. Бета-тестирование печки щепончницы, она же печка Бонда, пиролизная печь с поддувом. Ну вот я сделал первую закидку шишками, и сейчас, засек время, сколько? Сейчас вода закипит, буду на связь. Хотите верьте, хотите нет, за 5 минут вода закипела, литр воды. И то я ее не мог ввести в максимальный режим рабочий, из-за того, что языки пламени вырываются и на блок с батарейками попадают. Я подкинул всего, наверное, штук 10 шишек. Это на литр воды. Смотрите, что происходит. А у меня было, что ветер сверху опускал пламя прямо на блок с батарейками. И я боялся, что батарейки сейчас рванут нафиг. В общем-то, 6 часов мне ждать не пришлось. Я вон там поставил 2 палочки, вернее не 2, уже там много палочек, по которым я контролирую уровень воды. И на последней палочке уровень практически уже не поднимается. Еще полчаса посмотрю и в принципе пойду. Как вы видите, здесь мне осталось преодолеть небольшое препятствие. Хорошо, что я никуда не пошел. Сэкономил силы, сейчас просто сяду в лодку и поплыву. Доброе утро, 31 июля, третий день. Сегодня хотел поспать побольше, вчера замотался. Но, блин, вот эти вот звери, которые вверху летают, совсем не дают спать. Орут под окном. Ну вот так, пришлось вставать. 6 часов утра. За 2 предыдущих ходовых дня я вышел из озер и дошел вот до этой вот бухточки. Не знаю, видно ли. И сегодня я хочу от этой бухты сделать 10-километровый переход до острова Анзерский. Всех животных я загнал подальше в море. Там вон черненькая нерпа. На экшн-камеру, наверное, не будет видно. Черненькое пятнышко там. И белухи там. Много белух. Может, хоть дыхание их не заснимет камера. Эти, блин, чайки сзади все перекрикивают. Они меня уже достали. А белух здесь много, наверное, штук 10. Они по всему здесь горизонту. Вон, смотрите, какая нерпа. Не знаю, вот видно? Сзади меня преследуют, видите? Надеюсь, видно на экшн-камеру. Вон она, красавица. Они злые, блин. Видите? Убежала, испугал ее. Не самое лучшее время для парусных судов — штиль.
Самое лучшее время для морского каякинга. В такую погоду ходить просто одно удовольствие. Ветерок небольшой, но его почти не чувствуешь. Ну, в общем-то, здесь дофига нерв. Не знаю, видно, вон там вот на камушке сидит одна греется. Остальные все испугались и бежали. Вон там на горизонте черные точечки. Это все нерфы. Они выныривают, потом опять ховаются. Не знаю, видно точечки черненькие. Опять все нырнули. Вот она. В общем, пошел сегодня 20 километров. Макароны доготавливаются. Вчера много времени потратил на морскую капусту. Довольно-таки муторный процесс, долго времени занимает. В общем, сегодня я, получается, вот с этого вот маленького заливчика стартанул и пошел к этой избе подошел. Это был когда-то командировка, там где то ли монахов кого-то держали, коммунистов. Но туда не стал подходить, там человек стоял. И я отправился дальше, где-то примерно вот здесь я стою. А завтра надо будет огибать остров. Где-то здесь остановиться, я не знаю. Нахожусь на северо-восточной части острова Анзар. С утра до сюда дошел. Сейчас его обмину и пойду по южному побережью в обратном направлении. Для того, чтобы сделать переход на остров, на Большой Соловецкий остров. От меня. И это происходит уже не первый день.
не знаю, камера может заснять. Вон вдали просто происходит какая-то вакханалия птичья. Их там миллионы. Я тут подумал и решил сделать переход до острова Муксалма с острова Анзерский. Не хочется мне сейчас на Большой Соловецкий остров идти. Если там, не знаю, видно ли, вон там на горизонте виднеется. До него всего 10 километров. Это, в принципе, для меня вот сейчас по такой воде это максимум 2 часа ходовых. Поэтому я подумал, и что мне тут по побережью этому плавать. Ну, в общем, сделал я переход до Муксалмы. Вот она у меня за спиной. Ну, как и предполагалось, за 2 часа 10 километров. Здесь везде литерали. Поплыву где-нибудь, попробую встать и пойду воду искать. Далеко источники находятся. Набивание топлива для турбопечки. Находим острый камень, берем топор, делаем вот так. Ну, смысл понятен. В общем, с первой стоянки я больше ни одного костра не разводил. Одно ныряние, и бобик сдох. Кратковременно он погрузился, просушил, батарейки высунул, потом вставил, все бесполезно. Сейчас вставлю новые батарейки, но мне кажется, соль, которая осталась на микросхемах, не даст ему запуститься, даже в сухом состоянии. К сожалению, такой хороший прибор был. Что-то я сегодня вообще перестарался. Где-то вот отсюда я вышел, обошел остров, дошел вот до этого памятника археологии. Ну, это там пирамидка была такая рукотворная. И сделал морской переход до острова Муксалма. Здесь я хотел попасть на остров Малая Муксалма. Но что-то там я увидел много каких-то техногенных объектов, какие-то краны, или мне показалось. Я не стал идти. Хотел остановиться от людей подальше. Где-то вот здесь я нахожусь. И сейчас я отправлюсь к какому-то из этих озер для того, чтобы пополнить запасы воды. Кстати, я сейчас нахожусь в заповедной зоне. Вот она. Но костры я не палю, как вы видите. У меня там печка-щепочница. И я только по ней прогуляюсь и наберу воды. Собственно, все.
Объем воды в заповеднике. Сейчас иду назад. Здесь всего 1,5 километра, но путь такой тяжелый через болото и мох. В этой гавани вода как в Крыму. Можно даже не вылазить. Здесь я стоял, пока я вышел, чтобы не попасть в литераль, проскочил вот этот скит. По этой протоке прошел до дамбы, или как она, насыпь. И пошел вот так. И точно я не знаю, наверное, где-то на каком-то, либо на этом острове, либо на этом. Ну вот как-то так получилось. Такой вид открывается с моего острова, с его вершины. Весь остров покрыт березами, а состоит из валунов и мха. Сувенир нашел.
вот думаю, что для меня значит вот эти вот все облака, которые движутся в мою сторону. Там видно, вдали уже дождь хорошо идет. Ох, погодка сегодня просто супер. Дошел я до Малого Заяцкого острова. Здесь, как обычно, литераль. Вещи заношу. Вот оттуда пришел. Ну, а там немного дальше, там большой Заяцкий остров. Сейчас его не видно. Вышел из Заяцкого Малого острова, иду на маяк в сторону Теми. Вон там вдали Соловецкий архипелаг остался. Не знаю, видно ли. Там маяк, туда я двигаюсь. Высадился я на остров с маяком. Вот маяк. Нашел здесь несколько ванн с пресной водой. Там они выше. Пополню запасы пресной воды и смогу немного подольше задержаться на островах Кузовах. Поскольку у меня не было пресной воды, я думал, что проскочу их по-быстрому, а сейчас у меня есть возможность там подольше задержаться. Там вот, если видно, гора есть.
высокая. Хотелось бы на нее залезть, посмотреть, какие с нее виды открываются. А сейчас пойду к маяку схожу. Маяк оказался закрыт. Вот такой пруд нашел на вершине острова с маяком. Там, правда, много всякой живности плавает. Ну, ничего, прокипячу, будет нормально. Маяка, блин, скалы высокие, воды накидало, пипец. Долбаный маяк. Я надеюсь, без дырок хоть накидало. Море немного успокоилось. Хоть я иду, получается, немного на попутный ветер. Тем не менее, идти нормально. С утра было похуже. Острова Кузова. Беретесь на Кузова, берите с собой запас газа. Как мне сейчас сушиться, я, блин, весь мокрый. Как оказалось, Кузова достаточно популярное место. В той стороне стоит две группы людей. Чуть дальше, по-моему, детский лагерь, ближе туристы из разных населенных пунктов страны. Дошел до Кузовов, поставил лагерь, ну на том спасибо, и пошел дождь. Так половина вещей мокрая, поэтому не хочу я вылазить лишний раз, то что сухое мочить. Это трындец. Наткнулся на колонию поморских снеговиков. Вот они везде. На вершине горы растут снеговики. Блин, да, они здесь повсюду. Смотрите. Я посмотрел, оказывается, это не самый большой остров сети островов Кузовов. Там дальше еще есть огромный. Но этот, похоже, самый высокий. И вон на соседние островки открывается вид. Сейчас пойду еще на самую большую точку зайду.
самая высшая точка островов Кузова. Вот, судя по всему, так это всё выглядит. Вот он, самый большой остров из Кузовов. На него я, наверное, сегодня отправлюсь, чтобы на месте не сидеть. Смотрите, какой вид открывается, сумасшедший. Там вон снизу два катамарана стоят. Вот здесь. Не знаю, видно ли. Желтенькие и белые. Я ускоренным шагом убираюсь в лагерь. Там опять тянет дождь. И так вчера весь день, ну как весь день, когда пришел, сидел в палатке, даже поесть не мог, лило так. Убежал я от дождя. Последние вещи мои сейчас вымокнут, которые на мне. Очень печально. Решил пойти в сторону Кеми. Не знаю, сколько дойду сегодня, буду смотреть по ситуации. Море относительно спокойное. Дошел я до материка, на литерале остановился, меня здесь подперло мелью, а вдали какой-то ад происходит, такие тучи жесткие. Ну вот ставлю камушки, чтобы мониторить, когда будет максимальный пик прилива. Мне по-хорошему можно сейчас выходить, потому что пока прилив выйдет в свой пик и будет уменьшаться, у меня будет это окошко, чтобы проскочить все литерали. Еще в начале, в первый день похода, я набил вот таких вот щеп и возил их практически до вчерашнего дня. И там я их использовал для того, чтобы приготовить пищу. Как раз таки в тот момент, когда я готовил пищу, пришел смотритель этих кузовов, посмотрел на мою печку, посмотрел на дрова и сказал, что ну да, так можно. А вообще там костры запрещены. Печки закрытого типа и газовые баллоны использовать можно. Так что я по сути не брал это для заповедников, эти дрова. Это у меня были дрова как аварийное топливо. Стартую последний переход до материка. В общем, спросил у мужиков, тут до моста 4 километра осталось. Но сейчас
вода прибывает, но сейчас начнется этот, пик, и потом она начнет уходить. И вот когда она начнет уходить, там против течения будет довольно-таки тяжело идти. Так вот сейчас ускоряюсь максимально, чтобы пока вода приходит еще с моря, чтобы подняться. Ну, она уже скоро уходить будет, так что я не знаю, успею или нет. Только что с человеком поговорил, сказал, что на мост нет смысла идти, потому что там пороги, и сейчас уже вода уходить будет море вытягивать воду из реки, плюс само течение, и там будет как бы не очень. А если еще пороги, так это будет еще то приключение. Может, если вещи сдам в камеру хранения, то прогуляюсь в сторону моста и там поснимаю, покажу, есть ли там вообще пороги, или это просто на словах так было. Вот эта протока, которая идет к остановке. Сейчас я по ней. Вот эта вся территория на карте Осман помечена как большой залив. Но по факту здесь пробиться просто нереально. Нужно знать конкретно, куда идти. Я вообще реку не нашел. Сейчас там мужика спросил, но подумал и решил вообще не идти. А остановка прямо по курсу, вон синяя. Я сейчас туда куда-нибудь обнесу вещи, там разберусь и буду потихоньку слаживаться. Ну вот такие протоки. И тут они уже все уже и непонятно в какую сторону идут. А мне нужно вон туда идти. Там остановка синенькая, не знаю, видно ли. Ну тут трава заполнена водой. Попробую лодку волоком тянуть. Пришлось практически до остановки тянуть лодку, потому что там дальше было тянуть пошло. Ну, в принципе, все. Вот она остановка. Сейчас нахожусь в Рабоче-Островске. И дальше на автобусе я доезжаю до Кеми, и все, конец. Ну вот я дотопал от вокзала ЖД до ЖД моста. Течение здесь конкретное, плюс спуск, вот вы можете видеть, наверное, высота здесь метров 8, довольно-таки крутой. Сниматься, сняться в принципе можно, но не очень комфортно. Вон мост ЖД, течение хорошее, хорошо, что я не пошел, сейчас бы я тут против течения бы еще смогался, причем сейчас на море отлив, и это было бы довольно-таки некомфортно делать в устье реки. В принципе, получился вот такой поход небольшой по Соловецким островам. Немного захватил я острова Кузова по дороге. В принципе, все. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч.